Сон играет довольно важную роль в жизни живых существ. Поэтому на него отводится большое количество времени из жизни как животных, так и человека. Если взять среднюю продолжительность жизни человека примерно около 70 лет, то на сон приходится почти 20 лет жизни. Грустно представить, как можно было провести это время, если бы не физиологическая необходимость спать. Целых 20 лет жизни. Но человек и так спит в среднем меньше, чем остальные животные из нашего отряда приматов. Исследователи часто задаются вопросом, почему? Может, это подарок эволюции? Приматы в среднем спят от 9 до 15 часов в сутки. Если проанализировать образ жизни и разнообразные биологические факторы, то можно вывести формулу, по которой нетрудно рассчитать необходимое количество сна в сутки. И в целом, время сна у приматов соответствует расчетному, но по той же формуле человеку нужно спать более 9,5 часов в сутки. Так в чем же подвох? Эволюционные антропологи предлагают ответы на этот вопрос, потому как в эволюции человека было несколько факторов, которые вполне могли повлиять на время сна. Первый – это смена среды обитания. Имеется в виду то время, когда наши предки начали проводить больше времени на земле, чем на деревьях, и спать там же. А значит, им приходилось чаще обороняться от хищников и от неприятелей. Наверняка такие встречались. Второй. При изменении внешней среды и выборе более просоциального образа жизни людям приходилось больше общаться и получать дополнительные навыки. Ну там любой морковь, да как проще завалить добычу покрупнее и не промахнуться. В общем, первобытные мелодрамы и диалоги о рыбалке и охоте. И на все это нужно было время. А где его взять, как не отобрать у сна? Но все это хорошо, а как же физические потребности в отдыхе, для нервной системы и мозговые операции с памятью и так далее? Тут у эволюции была непростая задачка. Но эволюцию так просто не остановить, и решение было найдено. Учитывая, что сон делится на фазы, которые сменяют друг дружку по очереди, и в основном можно выделить две фазы сна, это быстрый и медленный, то у человека фаза быстрого сна не сократилась по времени, а как считают исследователи, быстрый сон связан с обучением и памятью, и в целом очень сильно влияет на жизнедеятельность организма. В экспериментах на животных бедную мышь лишали фазы быстрого сна, и в течение 40 дней она склеила лапки, а мышка, которую лишали фазы медленного сна, осталась живой. Поэтому у людей общая продолжительность сна сократилась за счет медленной фазы. А фаза медленного сна обеспечивает отдых организму, влияет на обмен веществ, и в этой фазе организм производит гормон роста в определенный период жизни. Также в период медленного сна происходит очищение организма, а именно почек и печени, и насыщаются кислородом клетки. Поэтому, сокращая эту фазу, нужно было чем-то жертвовать. Возможно, за счет изменения диеты и перехода на более усваиваемую пищу, а впоследствии и за счет термообработки, получилось выкроить часть времени из фазы медленного сна. А фаза быстрого сна способствует фильтрации информации, формированию памяти и подготовке организма к бодрствованию, используя физиологические регуляции, которые помимо других важных дел, еще и способствуют адаптации организма к изменяющейся среде обитания. При расчетах ожидаемого количества сна ученые изучали различные аспекты биологии приматов, а также поведение и окружающую среду их обитания. Учитывалось и то, что виды, которые много передвигаются и сосуществуют рядом с хищниками, в целом спят меньше, а ночные животные спят больше, хотя и в основном за счет более долгой продолжительности дня в местах их обитания. В итоге ученые вывели расчетные показатели для сна по каждому из 30 выбранных приматов. Основываясь на полученные результаты, человек в среднем спит на 36% меньше, чем требуется. А вот продолжительность быстрого сна в целом соответствует расчетной и составляет 1,56 часа, что подтверждает сокращение общего времени сна за счет его медленной фазы. Помимо аномалий у человека,
Также ученые отметили, что у игрунки обыкновенной время сна также не соответствует расчетной величине и значительно меньше, а морякина, ночная обезьяна или трехполосый дуркуль спит значительно больше расчетного времени. Но игрунка на то и игрунка, а дуркуль и есть дуркуль. Но если серьезно, то пока достоверно не ясны причины сокращения сна как у человека, так и у других приматов. Ученые намерены продолжать исследования, учитывая еще и тот факт, что количество видов приматов переваливает за 300, а в данном исследовании изучались только 30. Но в целом это очень интересное направление, в том числе и в антропологии. Кстати, в этом году 16 марта будет отмечаться Всемирный день сна, который празднуется с 2008 года, во вторую пятницу полной второй недели марта. Всегда в пятницу, что весьма важно. А для зрителей вопрос, который продублирован и в подсказках. Это такой кружочек в верхнем правом углу видео. Сколько времени вы тратите в среднем на сон? А в комментариях прошу сообщить, помните ли вы свои сны после пробуждения. На этом все. Благодарю за внимание и не забывайте подписываться на канал.